Сегодня покажу, как обычная капуста и стакан чечевицы превращаются в сытный обед, который хочется есть хоть каждый день. Список всех продуктов оставила в описании под видео. Беру луковицу и нарезаю ее мелким кубиком. Разогреваю сковородку побольше, у меня она диаметром 28 см. Наливаю на сковороду растительное масло, разогреваю и выкладываю лук. Обжариваю примерно 3 минуты на среднем огне, чтобы он стал мягким. Отправляю морковь к луку и перемешиваю. Выбрала красную чечевицу, потому что она готовится быстрее всего и идеально подходит для таких быстрых блюд на сковороде. Промываю ее несколько раз. Высыпаю в сковородку к обжаренному луку и моркови. Сюда же добавляю стакан холодной воды, накрываю сковороду крышкой, убавляю огонь до медленного и оставляю еще тушиться. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, часто ли вы используете бобовые в своем рационе, или может быть вы предпочитаете другие источники белка. Пока чечевица размягчается, перехожу к кабачкам. Нарезаю кабачок крупным кубиком. Такая крупная нарезка нужна для того, чтобы в процессе тушения овощи сохранили свою форму. Прошло примерно от 5 до 7 минут. Чечевица уже впитала часть влаги и самое время засыпать подготовленные кабачки. Теперь беру белокочанную капусту и тоже нарезаю ее крупным кубиком. Отправляю капусту, чечевице и кабачкам. Снова накрываю все крышкой и оставляю тушиться еще примерно на 5 минут. Если вы заметите, что капуста с кабачком дают мало собственного сока, можно подлить в сковороду воды, чтобы ничего не пристало. Мешайте. Время прошло. Открываю крышку и добавляю густую томатную пасту. Насыпаю соль по вкусу и выкладываю мелко нарезанную свежую зелень. У меня здесь отличный микс. Взяла укроп, петрушку и немного зеленого лука. Сейчас самое время попробовать блюдо и окончательно довести его до вкуса. Возможно, вам захочется добавить любимые специи, немного сахара для баланса кислинки от томата или еще соли и измельченного чеснока. Не забывайте периодически помешивать чечевицу с овощами в процессе приготовления, чтобы все прогревалось равномерно. Накрываю сковороду крышкой, тушу все вместе еще буквально 3 минуты, чтобы ароматы зелени и чеснока раскрылись, и выключаю огонь. Получается отличный белковый рецепт из простых продуктов на каждый день, который готовится быстро, экономно и очень вкусно. Приятного аппетита!